Пока Konami продолжают отмалчиваться по поводу глобального ноябрьского обновления, мы постепенно продолжаем развивать ажиотаж перед этим обновлением. Поскольку сами разработчики отмалчиваются по поводу будущего контента, в то время как слухи продолжают идти, и в частности от нашего инсайдера Ренана Гальвани, который не так давно вернулся в Твиттер. Он подтвердил информацию, о которой мы и так говорили, и поделился кое-какой новой, которую также предлагаю обсудить в рамках данного ролика. Я рад вас всех приветствовать на канале Realistic PS, как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Итак, что же касаемо даты релиза данного ноябрьского обновления, когда стоит его ожидать? На самом деле точной информации не имеется, но имеются внутриигровые сроки касаемо действия тех или иных паков, тех или иных ивентов и так далее. И исходя из них можно сделать уже конкретный вывод, когда стоит ожидать ноябрьское обновление. После сегодняшнего обновления паков в eFootball, а в частности эпических паков с Миланом, они будут доступны на несколько дней дольше, нежели обычно. И срок их действия закончится не через 7 дней, а через 10 дней. В то же время фаза в рамках дивизионов, а именно третья фаза в рамках дивизионов в eFootball, также заканчивается через 10 дней. А по информации от разработчиков, перед глобальным ноябрьским обновлением будет проводиться небольшое техобслуживание и за несколько дней до этого самого обновления. И таким образом, через 10 дней у нас будет примерно воскресенье-понедельник, и скорее всего это будет финальная неделя перед грядущим обновлением. В частности, где-нибудь в воскресенье-понедельник начнется техобслуживание, и в четверг будет обновление. А четверг у нас это 10 ноября. Таким образом, мы можем констатировать, что вполне возможно, что уже 10 ноября мы получим глобальное ноябрьское обновление, то есть 10, 10, 22. Но спешу предупредить, что это не более чем наши предположения, исходя из всей той информации, которой мы обладаем и которую сложили в уме, грубо говоря. Поэтому это как может сбыться, так и наоборот не произойти. Имейте это в виду. Ну и касаемо контента данного ноябрьского обновления, мы уже неоднократно это обсуждали, в частности вот в этом ролике, который выходил не так давно, ссылка выглянула в правом верхнем углу. И опять же Ренан Гальвани подтвердил все это самое содержание, а именно добавление оффлайн режима в лице режимов кубков и лиг, добавление некоторых новых стадионов, скорее всего добавят что-то связанное с погодой, либо переключение этой самой погоды, либо просто смена погоды после первого тайма или в течение игры. Также добавят некоторые геймплейные механики, которые присутствовали в игре ранее, например, механика быстрой замены, как это было раньше, и о которой мы также просили, когда можно было заменить любого игрока по ходу встречи, не заглядывая в меню игры. Ну и также Ренан Гальвани отдельно отмечает про графические изменения, о которых мы сейчас также поговорим. Почему отдельно? Ну, потому что мы все с вами знаем, что на данный момент графика в eFootball, она не радует глаз. И такая ситуация абсолютно на всех платформах. Мы не упоминаем мобилки, но консоли прошлого поколения, нынешнего поколения или уж тем более ПК, графика везде одинаково плохая. Различается разве что оптимизация. Где-то она плохая, а где-то еще хуже. Как сообщает Ренан Гальвани в ноябрьском обновлении, вполне возможно, что эта графика претерпит изменения. Что-то новое не добавят, но добавят графические фишки из предыдущих частей PES, например, объемный газон, тот же самый пот на лицах футболистов, смена погоды по ходу матча и так далее. То есть блогер отмечает, что изменение в графическом плане состоится куда раньше, чем игра полностью перейдет на движок Unreal Engine 5. А если вы не в курсе, то я в лишний раз напомню, что сейчас игра функционирует на Fox Engine и на Unreal Engine 4. Этакой смеси двух игровых движков. И перед тем, как игра полностью перекатится на новую версию Unreal Engine, которая еще вроде как не особо доступна, но уже вскоре должна релизнуться официально, игра все-таки изменится графически. Насколько сильно, узнаем уже скоро, а поэтому продолжаем следить за новостями. Это был очередной ролик касаемо ноябрьского обновления, до которого остается все меньше и меньше времени. Конечно, в лишний раз не хочется завышать ожидания, но слухи пока более чем положительные. Если все то, что мы обсуждали ранее, сбудется, и игру приправят хорошим и интересным контентом, который будет отличаться от того, что мы имеем на данный момент, это будет просто потрясающе, ну согласитесь. Но это опять же мечты, которые не имеют ничего общего с реальностью, поэтому просто продолжаем следить за новостями, как и обычно. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш соцсети, подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, ну и не забывайте поддерживать это видео своими лайками. У меня на сегодня все, я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!